преддверии поездки в Нью-Йорк Борис Ельцин провел встречу с российскими и американскими журналистами. Жесткий реалистичный бюджет 1995 года стал основой новой экономической политики в России, считает глава правительства. Резкое обострение обстановки в Чечне, 56 обстрелов за сутки. Совет НАТО рассматривает вопрос участия России в операции многонационального контингента в Боснии. Воспоминания идут по кругу, словно заезженная пластинка. Есть одно решение. Чувствуете себя человеком второго сорта. Это совсем не страшно. А вот провалы в памяти – это уже нечто серьезное. Требуется ли вам консультация настоящего специалиста? N-Foundation представляет история жанра антиутопия. Акт 2, глава 4. Облик грядущего. You're there. You're doing it, seeing it, hearing it. You're feeling it. It's about the stuff that you can't have, right? Like running into a liquor store with a 357 Magnum in your hand, feeling the adrenaline pumping through your veins. I can make it happen. I can get you anything you want. You just have to talk to me. Talk to me. Talk to me. Talk to me. История странных дней началась в 1986 году. На тот момент режиссер Джеймс Кэмерон уже снял культовый научно-фантастический боевик «Терминатор» и заканчивал производство сиквела легендарного фильма ужасов «Чужой». Именно тогда он вкратце обрисовал время действия и одну из основных сюжетных линий произведения. В 1989 году Кэмерон сочетался брачными узами с режиссером Кэтрин Бигелоу. На тот момент в ее активе была мистическая картина о группе вампиров «Почти стемнело» 1987 года. Она уже была знакома с Кэмероном, о чем говорит то, что каст хоррора пополнили сразу два заметных актера из «Чужих» — Лэнс Хенриксон и Билл Пэкстон. За время непродолжительного замужества она также поработала над проектами «Голубая сталь» с Джейми Ли Кертис в 90-м и «На гребне волны» в 91-м, сценарий которого помогал дорабатывать Кэмерон. В том же году они развелись, но сохранили рабочие отношения. В ходе сделки между фирмой Кэмерона Lightstorm и 20 век Fox были получены средства на два фильма. Большая часть суммы была вложена в комедийный шпионский боевик «Правдивая ложь» с Арнольдом Шварценеггером и Джейми Ли Кертис, премьера которого состоялась в 1994 году. Остальное пошло на экранизацию сценария Кэмерона, неонуарного киберпанка «Странные дни» за режиссурой Кэтрин Бигелоу. The film left me with a very pessimistic view of the future. Mm-hmm. I think of it as a little bit hopeful at the end. I think it's basically, I think we see a point in history in the film that could go one way and goes another, and we see that it goes that better way because of the actions of a few individuals. And really, I think that what people should take from this is the empowerment of the individual to make a difference. When you were writing it, did you come across any technical things that you didn't really know at the moment how you could solve that? Yeah, and the beauty of it was I was writing it for another director, so they had to go solve those problems. You know, Catherine had to figure out how to do a 6-page scene, you know, 5-minute long scene with no cuts. That's a shootout and a car chase and jumping off a building and all that stuff. And they did, you know. She solved it. God damn it, you know I don't deal in snuff. I don't have a fucking coronary. Well, you could have at least warned me. You know I hate the zat when they die.
Действие фильма происходит в течение 2 суток конца декабря 1999 года в Лос-Анджелесе. Соединенные Штаты встречают миллениум, находясь в глубоком политическом кризисе. В самом воздухе чувствуется социальное напряжение, которое может перерасти в настоящую бойню всех против всех. Ленни Нера, бывший полицейский, занимается нелегальной дистрибуцией фильмов для новейшей технологии Squid, недавно утекшей на черный рынок Америки. Устройство взаимодействует с корой головного мозга и позволяет полностью передавать все ощущения и воспоминания, которые записываются на специальный компакт-диск. Сюжет крутится вокруг убийства знаменитого музыканта и политического лидера Джерика Уан. Бигелоу вдохновлялась неоднозначными событиями ночи 2 марта 1991 года, а именно жестоким задержанием Родни Кинга и последовавшими за ним массовыми беспорядками в Лос-Анджелесе. The county grand jury signaled that will be the extent of the criminal case. 17 other so-called police bystanders at the beating scene will not be indicted. Almost 2,000 fires were set, hundreds of stores looted. National Guard troops were deployed in the troubled areas to reinforce the police. But even all that law enforcement didn't stop the looting, or the vigilante attempts to stop the looting. These Korean shop owners defended their property with bullets. More than 100 Korean businesses have been looted or burned since last night. Come on. That's not right! That's not right! It's not right what y'all doing! I came from the ghetto too! Same as all of you did! И если в фильме человека казнили на месте, прототип прожил еще 21 год и утонул в собственном бассейне под воздействием различных запрещенных веществ. Интересная параллель также возникает с недавними событиями конца мая 2020 года, а именно смертью при задержании полицейскими рецидивиста Джорджа Флойда, а также массовыми беспорядками во многих городах США и митингами в Европе, инспирированными различными деятелями левого политического спектра. All right, what's your name? George. George? George Perry Floyd. I don't know what's going on. I'm not that kind of guy, man. Take a seat. Y'all, I'm gonna die here. Take a seat. I'm gonna die, man. You need to take a seat right now. And I just had COVID, man. I don't want to go back to that. Take a seat. We're waking up this morning to devastation in Minneapolis. Peaceful protests transitioning into violence and looting. One man is dead and another is in custody after a shooting near the demonstrations. Some buildings up in flames, others seriously damaged. An apartment complex that was under construction on 29th Street has burned to the ground. This is near the corner of 29th Street and 27th Avenue. А технологию Squid и ее влияние можно, пожалуй, сравнить с процессом смартфонизации общества. Со второй половины десятых годов 21 века люди перестают жить своей жизнью, подменяя ее картинками из интернета. Подсев на дешевый источник дофамина, они погружаются в омут чужих историй, в основном постановочных и далеких от реальности, вместо того, чтобы взять собственную жизнь в свои руки. Look, Lenny, just stay away from Philo and stay away from me. Stop trying to rescue me. Those days are over. I'm a big girl now. I've changed. Stop trying to save me. I don't need saving. Just give up on me. Главный герой, Ленни, сыгранный Рейфом Файнсом, на тот момент получившим популярность за роль нациста Амона Гёта в списке Шиндлера Стивена Спилберга, вместе со своими друзьями Томом и Мейс
исполненными Анджелой Бассет и Томом Сайзмором, хотят распутать дело о жестоком убийстве знакомой, а замести следы пытаются Винсент Дианофрио и Уильям Фихтнер в роли расистов-полицейских Бартона и Дуэйна. The only hope for us as a society in the next millennium is if we pull ourselves together and try and create some kind of social, racial, economic harmony for everyone. At its core, I think the movie is, wake up. We're each other's most precious commodity. We're each other's most precious possession. We're each other. You know, so let's just wake up before it's just a little too late. You know, the most precious resource that we have is each other. People are kind of hurtling towards the millennium, and they're not sure what they want anymore. You know, what makes them happy. You know, what the new kick is. It's kind of a postmodernist, nihilistic world. You know, I know it's the end of the world, Lenny. No, tell me. As everything's already been done. You know, every kind of music's been tried, every government's been tried, you know? Every fucking hairstyle, fucking bubblegum. Странные дни Кэтрин Бигелоу подкупают прежде всего своей атмосферой всеобщего упадка. Ощущение того, что нормальная жизнь уже не вернется никогда. Все хорошее уже прошло давным-давно. На одной улице военная диктатура, пока на другой творится полная анархия и беззаконие. Обществу уже все равно на собственную судьбу, поэтому все дозволено и нет никаких правил. Название фильма отсылает к одноименной композиции группы The Doors, которая прекрасно передает ощущение потерянности человека в мире и прежде всего в самом себе, что полностью рифмуется с настроением кинокартины. Антиутопия – это жить чужой жизнью, бесцельно существовать в обществе без ориентиров, которое стремительно превращается в гетто. In the case of the opening, we, meaning we in the audience, are actually experiencing a breaking and entering of a restaurant. Hands in the air! Hands in the air! It had to replicate what the human eye sees and experiences. There was no existing equipment that would have enabled us to do it. It was too heavy, too cumbersome. So we had to build a camera in order to simulate vision. Go, man, go! Let's go! Jumping from rooftop to rooftop, we had to install a huge crane and use a helmet camera. Action! Come on, man! Bang! This is your life! Right here, right now! It's real time! You hear me? Real time! Time to get real, not playback. You understand me? She doesn't love you anymore. Maybe she did once, I don't know, but she doesn't now. These are used emotions. It's time to trade them in. Фильм определенно опередил свое время. Критики и зрители не взлюбили его, и он утонул в прокате, практически уничтожив карьеру Бигелоу. Спустя время «Странные дни» обрели культовый статус. Антиутопический неонуар начали сравнивать с «Бегущим по лезвию», отмечать техническое исполнение сцен от первого лица, прекрасную работу актерского состава, смелость в демонстрации острых социальных проблем и реалистичную эстетику города, разлагающегося от внутренних противоречий. В дальнейшем Кэтрин Бигелоу получит премию «Оскар» за лучшую режиссуру фильма «Повелитель бури». В 2010 году Time включит Бигелоу и Кэмерона в 100 самых влиятельных людей планеты за их достижения в сфере культуры и искусства. Заметку о Бигелоу для журнала написал режиссер Оливер Стоун, а про Кэмерона – актриса Сигурни Уивер. You know, I mean, a film like this is always risky, and the fact that people are seeing the levels that Catherine put in the picture and they're getting that out of it is great. You know, I mean, we've had some really spectacular reviews.
it's quite disturbing, this voyeurism. It's about voyeurism, I think. It's about sort of getting kicks, borrowing someone else's experience. This movie's like a cautionary tale. It's like a wake-up call. It's a possible future. Well, we're looking for a really great site someplace in London to do Trump Tower. Trump Tower in New York is the most successful building in the city. I mean, it's an amazing building. It's the most luxurious residences in the world. And the strikes were conducted using cruise missiles, both the Tomahawk cruise missile from the U.S. Carl Vinson Battle Group, which is located in the Gulf. Премьера дебютного фильма Эндрю Никола «Гаттака» состоялась 24 октября 1997 года. Картина осталась незамеченной и провалилась в прокате. Она стартовала с 5-й строчки, пропустив вперед популярный слэшер «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» Киану Ривза и Аль Пачино с «Адвокатом дьявола», фильм «Целуя девушек», где сыграл Морган Фриман, а также Брэда Питта в 7 лет в Тибете. На следующей неделе в широкий прокат вышел легендарный «Ночь в стиле буги» Пола Томаса Андерсона, а «Гаттака» слетела на 9-ю строчку. Третий уикенд принес в кинотеатры «Звездный десант» Верховена и «Мистера Бина» Мела Смита. Фильм оказался заложником неправильного позиционирования. Люди при упоминании жанра sci-fi обычно думают о космических путешествиях, далеком будущем, обилии графики, спецэффектах и инопланетных захватчиках. Но Эндрю Никол решил пойти по другому пути, создав камерное разговорное кино о биотехнологиях, важности человеческого опыта и системе дискриминации уникальных личностей. It was hard when that movie first came out because I believed in it so much, but people wanted it to be an action movie. They were so disappointed in it, I don't know why. We couldn't actually even find a review to come out to put above the poster. You know, I mean, every movie's got unbelievable or astonishing or whatever it says, you know. But we couldn't find anything but like, quietly, moderately entertaining perhaps, or something. Cerebral is not something you want to put. Yeah, super cerebral. But over time, that movie has found its audience, and I think people have understood what Andrew was really writing about and how relevant it is, he is as a socio-political thinker. What did I tell you? You see how much he's wrong? Конечно, сюжет Гаттаки берет свое начало еще у Хаксли с его дивным новым миром, но в фильме фокус смещен с глобального сюжета в сторону судьбы отдельно взятого человека, Винсента Фримана. В недалеком будущем человечество разделилось на две касты. Первым сортом являются генетически модифицированные люди, лучшие версии самих себя. Участь вторых, называемых детьми Бога, сводится лишь к роли обслуживающего персонала. Генетические технологии будущего позволяют прогнозировать и изменять возможности и поведение человека еще до этапа его рождения. Так как Винсент был рожден без редактирования, он был заранее приговорен к отсутствию перспектив и должностей в этой системе.
Но судьба также подкинула ему неприятностей. По научному расчету, вследствие диагностики у него проблем с психикой и сердцем, срок его жизни составляет 30 лет. Эти жестокие стартовые условия вкупе с мечтой Винсента о полете в космос сформировали высокоинтеллектуальную личность, способную адаптироваться в чужеродном обществе. Но в новом мире этого недостаточно. Для реализации своих планов ему придется стать другим человеком – Джеромом Морроу. Are you colorblind too, Vincent? It's silver. So? Jerome Morrow was never meant to be one step down on the podium. With all I had going for me, I was still second best. Итан Хоук начал свою карьеру в 1985-м с фантастической комедии «Исследователи» Джо Данте, автора олдскульного хоррора «Вой» и культовых «Гремлинов». Следующей работой стала картина корифея австралийского кино Питера Уира «Общество мертвых поэтов». А уже в 90-х резюме пополнилось фильмами «Выжить», экранизацией реальных событий о авиакатастрофе в южноамериканских Андах 1972 года и первой частью мелодраматической трилогии «Перед рассветом». And by the time Ethan took the lead in sci-fi blockbuster Gattaca, his profile began to take a more favourable turn. In true Ethan Hawke style, he said yes to the role because he believed it to be an auspicious reflection of society at the time. What's beautiful about the story that he's written is there's all these incredibly complex. Настоящего Джерома сыграл британец Джуд Лоу. «Гаттака» стала его первым голливудским проектом после локального успеха на родине в Великобритании. Основная популярность придет к нему только с наступлением нулевых. Номинации на премию «Оскар» в фильмах «Талантливый мистер Рипли» с уже известным на тот момент Мэттом Деймоном и «Холодная гора», на съемках в которой Джуд Лоу поработает с Николь Кидман, Рене Зельвегер, Брэндоном Глисоном, Филиппом Сеймуром Хоффманом и Дональдом Сазерландом. В дальнейшем он закрепит успех в «Авиаторе» Мартина Скорсезе и ролью доктора Ватсона в «Шерлоке Холмсе» Гая Ричи. I was just incredibly excited at the idea of being invited over to Los Angeles to make a film. I was fortunate that it happened to also, in my mind, be a really wonderful script and a great part in that script. Ethan and I were playing two halves of a whole, that these two characters, Eugene and Jerome, sort of are one person played by two people, was really interesting and exciting. Реальными звездами на съемочной площадке, конечно, были Ума Турман, сыгравшая Мию Уоллес, в сверхпопулярном культовом криминальном чтиве Квентина Тарантино, и Гор Видал, писатель и интеллектуал левого толка, успевший поработать над сценарием к одному из самых величайших фильмов в истории Голливуда «Бен-Гур» 1959 года. Вскоре после премьеры «Гаттаки» Хоук и Турман поженились. У них родилась дочь Майя Хоук. В 2019 году она исполнила роль одного из членов семьи Чарльза Мэнсона в тарантиновском «Однажды в Голливуде». They not only liked the project, they also liked each other, on sets and off. Ethan Hawke and Uma Thurman have been romantically linked for several months now, ever since they began filming Gattaca. Story about the triumph of the human spirit and the triumph of the will. It's simply about, if things keep going scientifically as they go, what might this world be like? And it's, you know, the main theory, you know, of the piece has to do with the conquering of the human gene, and that man starts to recreate man to solve man's fundamental problem. You're a navigator? At Gattaca? That's what it says, doesn't it? It doesn't say you're crippled. I'm not crippled. I hurt my leg training, you moron. Атмосферные мелодии для картины написал композитор Майкл Найман. В первой половине 90-х он успел поработать над оскароносным «Пианино» с Харви Кейтелем и Сэмом Нилом.
написать новое музыкальное сопровождение к экспериментальному документальному фильму Дзиги Вертова «Человек с киноаппаратом» 1929 года, ленте Фолькера Шлендорфа «Лесной царь» и японскому survival-хоррору Enemy Zero, вышедшему на платформе Sega Saturn в конце 1996 года. Работа Наймана была номинирована на Золотой глобус в 1998-м, но в тот год «Титаник» Джеймса Кэмерона катком проехался практически по всем значимым премиям года. Гаттака, совмещая в себе эстетику sci-fi 50-х, 60-х годов и элементы современных технологий, была отмечена в номинации на премию «Оскар» в категории «Лучшие декорации», но вездесущий «Титаник» и здесь обошел на повороте. Ретро-футуристический антураж снял польский оператор Славомир Идзяк, работавший, пожалуй, над одним из самых визуально великолепных фильмов 90-х годов «Три цвета синий» Кшиштофа Киселевского. Работа с цветом была также замечена и в Гаттаке. Желтый говорит о настоящей природе протагониста, поврежденном Винсенте Фримане. Синий — об идеальном, генетически отредактированном Джероме Морроу. А зеленый — как смешение этих двух личностей и состояний. Идзяк вскоре получит номинацию на премию «Оскар» за работу над фильмом Ридли Скотта «Падение черного ястреба» в 2002 году. You know, time is the ally of good films and good writing and good music. You know what I mean? People will discover it over time. Gattaca is a film I'm very proud of that was very much ignored when it came out. I mean, it just came and went and it barely got a good review. In fact, I don't think in the United States it got one good review. My name is Vincent. All right, Vincent Anton Freeman, and I'm a faith birth or a degenerate, whatever you want to call it. But I am not a murderer. Гаттака оказалась по-настоящему пророческой картиной. В 2003 году проект «Геном человека» практически полностью прочитал последовательность ДНК Homo sapiens. Это дало возможность предсказывать риск различных заболеваний, узнавать определенные закономерности в теории эволюции и молекулярной биологии. Единственным существенным препятствием на пути науки в развитии биотехнологий стоит мораль и этика. Эксперимент над человеком ставит очень много вопросов, компетенция которых далеко выходит за грань научного знания. Однако это не помешало китайскому биофизику Хэ Цзянькуй создать первых в мире людей, девочек-близнецов с искусственно измененными генами. Предполагается, что они невосприимчивы к вирусу иммунодефицита человека. В 2023 году ученый в интервью заявил, что Лулу и Нана живут нормальной жизнью и абсолютно здоровы. It says here, the internet is the future of business. We have to be on the internet. Why? Doesn't say.
When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway like the... Режиссер Александр Проэс переехал в Австралию из Египта в возрасте 3 лет. После учебы в австралийской школе кино, телевидения и радио, когда ему исполнилось 26, а именно в 1989 году, он выпускает постапокалиптический sci-fi «Духи воздуха и облачные гремлины». Скромный, независимый фильм получил парочку номинаций на родине и взял специальный приз на японском фестивале в городе Юбари. Со второй половины 80-х Алекс пытается закрепиться в Голливуде. Ему даже предлагали снять один из многочисленных сиквелов культовой франшизы «Кошмар на улице Вязов», но Проэс принципиально хотел снять что-то оригинальное. Тем более у него уже был черновой сценарий собственного проекта под названием «Темный город». В первой половине 90-х к режиссеру попал сценарий экранизации серии комикса «Ворон». Материал показался Проэсу откровенно проходным, но его заинтересовало оригинальное произведение, которым он оказался вполне доволен. Связавшись с продюсером Эдвардом Прессманом, он выбил возможность изменить сценарий и приступил к работе над готическим триллером. Алексу для реализации «Темного города» нужен был гарантированный успех, поэтому он, не жалея сил, приступил к съемкам. Из-за нехватки бюджета съемочная группа пренебрегала мерами безопасности. Некоторые члены команды получали производственные травмы, но съемки успешно продолжались 2 месяца, пока 31 марта 1993 года не случилось непоправимое. Главная звезда картины, набирающий популярность актер Брэндон Ли, сын легендарного актера и мастера боевых искусств Брюса Ли, получил смертельное ранение в живот, застрявший в стволе реальной пулей, которая вылетела из пистолета при выстреле холостым патроном. Bruce Lee was a movie star who died young and became a legend. Now his son Brandon is gone as well, fatally wounded while starring in a movie. 5 hours of surgery at this hospital could not save the life of 28-year-old Brandon Lee. He was fatally injured on the set of his latest movie, The Crow. Шокирующее событие могло поставить крест на премьере картины, но продюсер и родственники Брэндона убедили Проэса доснять фильм. На пересъемках роль Ворона исполнил Чад Стахелски, которого многие узнают как режиссера франшизы Джон Уик. Фильм Проэса не только окупился, но в дальнейшем стал культовой классикой и, пожалуй, примером одной из лучших экранизаций комиксов в истории кинематографа. Mr. Gideon, I'm not paying attention. So, it's usually a pleasure to talk to people like that about my dad because I find myself in the same boat with them. I mean, I admired his work a lot myself. What was the other part of the question? It opens doors for you, obviously. Oh, well, I guess so. It does, certainly. I wouldn't ever try and say that it hasn't been a benefit to me in my career. Certainly, you know, as far as a film like Rapid Fire goes. But, you know, my manager, this lady named Jan McCormick, who's a real dear friend of mine too, is always want to say that, you know, it may open the door for you, but once you get inside the room, what you do is totally up to you, you know? You are confused, aren't you? Frightened.
That's all right. I can help you. Who is this? I am a doctor. Now you must listen to me. You have lost your memory. There was an experiment. Something went wrong. Your memory was erased. Do you understand me? No, I don't understand. What the hell is going on here? После мрачного успеха Ворона, Проэс нашел финансирование для Темного города. Создать сюрреалистический мегаполис Алексу помог художник Патрик Татопулус. На протяжении 90-х он работал над такими картинами, как sci-fi экшен «Звездные врата» и эпический День независимости Роланда Эммериха, а также приложил руку к экранизации комикса «Спаун» и первому появлению Ричарда Риддика в фантастическом триллере Дэвида Туи «Черная дыра» 1999 года. Эстетику и окружение Темного города, безусловно, можно считать выдающимися. Несомненно, в картине чувствуется сильное влияние немецкого киноэкспрессионизма. Невооруженным взглядом можно заметить влияние Метрополиса Фрица Ланга, а также Носферату Фридриха Мурнау и Кабинета доктора Каллигари Роберта Вине. По сюжету город постоянно меняется, складывается как пазл. Построение окружения из разных частей, иногда противоречащих друг другу, роднит Темный город с кафкианским процессом Орсона Уэллса. Charming. There's someone after me. There's this group of men. They want me dead. And I don't even know if they're not even... Yeah, who's gonna listen to a madman? And decide, Mrs. Murdoch. Run! Сеттинг псевдо-40-х годов, выбранный Проэсом, не мог не обратиться к классике нуарного кино «Мальтийский сокол» Джона Хьюстона. Превратить историю в сценарий помогал автор сюжета фильма Содерберга «Кафка» 1991 года Лем Доббс. Позже к проекту подключился Дэвид Гойер. Проэс нанял его после прочтения сценария к еще не вышедшему вампирскому боевику «Блейд». Значимую роль в атмосфере Темного города играет музыкальное сопровождение. Композитор Тревор Джонс в начале 90-х успел поработать в 2 фильмах с участием Дэниела Дэй-Льюиса. Последний из «Могикан» и «Во имя Отца». Ему удалось создать стильный и притягательный саундтрек, который в первую очередь прекрасно подчеркнул темп и настроение картины. Роль главного героя Джона Мёрдока, ищущего свои воспоминания, чтобы понять причины происходящих событий, исполнил актер Руфус Сьюэлл. До Темного города в основном он играл в театре, сериалах и второплановых персонажей в камерных картинах. По пятам протагониста идет инспектор Бамстед. В 1991-м Уильям Хёрд снялся в мультижанровом полотне Вима Виндерса «Когда наступит конец света». Роль жены Мёрдока взяла на себя Дженнифер Коннелли. Начав свою карьеру с монументального «Однажды в Америке» Серджио Леоне и атмосферного феномена Дарио Ардженто, ее карьера застопорилась вплоть до 1998 года. Основную популярность актриса получит только после «Реквиема по мечте» Даррена Аронофски и «Игр разума» Рона Ховарда, за который и получит премию «Оскар». Пожалуй, самое удивительное перевоплощение осуществил Кифер Сазерленд. Роль слегка безумного немецкого ученого Дэниела Шрайбера пополнила список удачных работ канадского актера. На протяжении 90-х Сазерленд также отметился в «Коматозниках» Джоэла Шумахера, полнометражном «Твин Пикс. Сквозь огонь» Дэвида Линча и «Времени убивать», где он снялся вместе со своим отцом Дональдом Сазерлендом под руководством того же Шумахера. And there was always an enormous tension there between me and the studios in terms of me wanting it to be as out there as I possibly could make it, and them wanting it to be either a smaller budget or to dumb it down, you know.
So what both Lem and David both did in many ways is to try and dance that merry jig with them to a certain extent and try and find that sort of compromise, if you want to call it that. Then we found ourselves after a few months at New Line, which turned out to be the best of all possible worlds because New Line has a tendency to be the least creatively interfering of all the studios. The genesis of Dark City, even once we got involved with the studio, was a really slow and ponderous one, because I wanted this thing to be just completely off the wall. And I think this is where I finally discovered the sort of the principle that functions in Hollywood, which is the bigger the budget of a project, the smaller the ideas. That's a direct correlation. It's you. Hey, come on. There's no way to greet a patient, doctor? If that's what you are, huh? Doctor? Mr. Murdoch, please, What is happening here? Why is everyone asleep? Please, keep your voice down. Why can't I remember anything? What have you done to me? Темный город прежде всего сфокусирован на исследовании связей между воспоминаниями, субъективным опытом и их влиянием на нашу собственную личность. Фильм приходит к выводу, что все-таки человек есть нечто большее, чем сумма всех его частей. Картина вышла в прокат 27 февраля 1998 года. Несмотря на хорошие зрительские отзывы и адекватную оценку критиками, «Темный город» за первый уикенд не смог обогнать ни «Титаник» Джеймса Кэмерона, идущий в прокате 11 недель, ни «Умницу» Уилла Хантинга Гаса Ван Сента с его 13 неделями. Кино Алекса Проэса часто вспоминают как предтечу фильма «Матрица» братьев Вачовски. Действительно, картины обладают схожестями не только в декорациях, некоторые из которых напрямую перешли из «Темного города» в знаменитый киберпанк, но и в сюжетных элементах, нуарном стиле и философских размышлениях о природе реальности. What's that? Huh? What is that? It's a scar. You burnt your arm pretty bad in the fire. What does it mean, Johnny? It means these are all lies! There are people coming for you, even as we speak. They're coming for you, Neo, and I don't know what they're going to do. Make this world anything I want it to be. When the Matrix was first built, there was a man born inside who had the ability to change whatever he wanted. Mr. Murdoch. Mr. Anderson. Mr. Murdoch. Mr. Anderson. Mr. Murdoch. Mr. Anderson. This will feel a little weird. Богатая история 20 века заканчивается безоговорочной победой глобального либерального проекта. Но за красочным фасадом всеобщего благоденствия можно забыть, какие семена были посажены в начале пути. Мир без диктата и запретов может оказаться сказочной иллюзией, если отпустить государственного левиафана на волю. За кулисами мировой политики уже определили ваше будущее. Новый курс, новый общественный договор. Ваше согласие не требуется. Предоставьте свое будущее ответственным мировым политикам. Они обо всем позаботятся. Вы даже не представляете, на что они способны пойти ради общего блага, ради будущего всего человечества. N-Foundation. История жанра. Антиутопия. Акт 2, глава 4. Оставайтесь на связи. Все ссылки в описании. I have to find him. And then I wake up.
Happy birthday, Maria. Time to wake up. People have been asking how we put so many new capabilities into the Pentium 2 processor, like the ability to run software that lets you enhance photos, watch smooth full-screen DVD movies on your PC, and play games in lifelike 3D. Well, as you can see, it's all very technical.